сущности, я, занимаясь своими сонниками, совершил то же самое, что сделал замечательнейший, умнейший, с моей точки зрения, мыслитель, я бы его и философом назвал, и психологом, естественно, Карл Густав Юнг, когда он из самых разных национальных и этнических там, сказок, притч, мифологии выудил универсальность под названием мифологемы, и архетипы он их назвал, которые исключительно и легли в основу его, по сути дела, психологического подхода ко всяким толкованиям наших поведенческих реакций, там, поведения, того, сего и так далее. Я сделал, по сути дела, то же самое, выжимку, выжав выжимку из самых разных этнических, национальных, древних, народных, традиционных сонников толковательных, которая универсальна, по сути дела. Причем эту универсальность я и подчеркнул, например, даже сравнив удивительное совпадение, скажем, одного и того же увиденного в вещем сновидении по-китайски и по-французски и по-русски. Удивительное дело, например, видеть гроб – это пустой гроб видеть, как правило, к чему-то по службе, движению, там, удаче, назначению и так далее. А по-китайски гроб и чиновник – это практически один и тот же иероглиф. Казалось бы, никакой связи, но значение увиденного в сновидении, толковательное значение одно и то же. И вот эта универсальность, по сути дела, и легла в основу моего сонника и, видимо, в основу того, что я получал в течение последних 30 лет от самых разных людей, а получал я простое: ваш сонник работает. Он действительно, видимо, работает, судя по тому, сколько было издано всех этих так называемых моих сонников в самом разном виде и количестве. И дай Бог, чтобы это работало дальше. И, по сути дела, если бы Карл Густав Юнг мог бы нас услышать, он, я думаю, порадовался бы, потому что в своих интервью уже где-то в 80-летнем возрасте он исключительно сожалел, что как бы пренебрегал действительно и даже отторгал еще в юности традиционные сонники народные, толковательные. Искренне сожалел, что вот зря он, мол, этим не занимался и прочее. Ну, в каком-то смысле, я надеюсь, если тот свет существует, если верить тибетской книге мертвых, может, он нас услышит, увидит и порадуется вместе с нами.